Привет, мои уникальные! Сегодня мы с вами будем рисовать алгоритм «Тревожный чемоданчик». Это алгоритм специально рассчитан на тех людей, которые собираются в поездку или планируют поездку, путешествие или какое-то новое дело. Для того, чтобы это дело, мероприятие, путешествие прошли успешно, чтобы вы не переживали из-за всяких пустяков, чтобы не было каши в голове, чтобы не было вопросов, а вдруг, а если, да? Чтобы немножко успокоить вашу нервную систему и чтобы спланировать детально поездку, если вы этого еще не сделали. Да? И существует этот тревожный чемоданчик, который будет спасать вас от вашей тревожности, паники и «А вдруг что-то случится?». Первое, что мы делаем, как всегда, это записываем тему и слова за 2 минуты. Я собираюсь ехать в ретрит на выходные, поэтому моя тема будет так и называться. Тема 1.0. Ретрит. Помним, да, что мы тему берем одним словом, так, чтобы оно было емким, чтобы оно отражало суть, тогда больше нейронных связей подключится в работу, да, более обширный нейронный контур, и вам будет проще прорабатывать вашу тему. Засекаю 2 минуты, время пошло. Пишем все слова потоково, какие у вас в голове возникают на тему, которую вы записали. Итак, 2 минуты прошли, останавливаемся, выдыхаем, так, считаем наши слова. Их должно быть приблизительно 20. Так, у меня 36. Если у вас какое-то слово повторяется 2 раза, мы его считаем как 2 разных слова. У меня, по-моему, где-то нирвана была. Было у меня какое-то... эксклюзив. Эксклюзив. Вот у меня 2 раза. Вот. Что делать, если у вас меньше слов, меньше 18 слов? Значит, ваш мозг пока не настроен на ту тему, на которую вы рисуете. Выдохните, попейте водички, поудобнее сядьте, да, поставьте ножки, заземлитесь. И снова включите таймер на 2 минуты и снова напишите слова. Вот видите, со 2-го раза у вас получится, да? И мозг начнет работать, включится в тему. Что мы делаем со словами? Можно проанализировать слова. Да? Какие слова? Возможно, в них заложен какие-то идеи для планирования, да, что вы можете сделать. Либо же там могут быть слова, которые подскажут, что вы хотите увидеть или почувствовать в новой поездке. Вот.
слова спокойствия, слова радости, либо наоборот, вы видите слова, которые негативные, да, и общее состояние напряженное. Замечательно. В любом случае замечательно. И если вы сейчас напряжены, и слова негативные, значит, есть над чем работать. Значит, проработка будет глубокая. И каждый раз, когда мы что-то прорабатываем, мы на шаг ближе к новой жизни, к своему новому мышлению, позитивному мышлению. Каждый раз, когда мы что-то тяжелое прорабатываем, мы идем в прорыв. Нас нагоняют инсайты, и наша жизнь становится намного смачнее. Так что порисуйте. Если слов там все слова негативные, я советую сначала порисовать АСО, алгоритм снятия ограничений. После него возвращаться к алгоритму тревожный чемоданчик. Если времени нет, начните с тревожного чемоданчика. Если остаточные какие-то колкости, шероховатости остались, порисуйте все-таки АСО. Ну что, вы готовы? Дайте-ка я посмотрю на свои слова, проанализирую. У меня очень сильно вот открытие в себе, новая волна, новая я где-то была, да, вот спокойствие. Мне прям нравится этот эксклюзив. Эксклюзив меня очень сильно вот. Что ж такого эксклюзивного будет там? Просто для меня этот ретрит — это полнейший эксперимент. Я никогда не ездила на ретриты. Первый раз для меня. Более того, это ретрит тишины, когда будет молчание, когда мне придется молчать, а я человек очень болтливый. Вот, там будет йога, там будет очень много медитаций. Хотя, когда я пыталась медитировать сама, у меня ничего не получалось. Правда, вообще не мое. Только под руководством очень опытных людей, которые сами медитируют, помогают медитировать людям там на протяжении многих-многих лет. Вот. Один из них, кстати, был Павел Михайлович Пискарев, автор метода. Он проводил с нами, с инструкторами нейрографики, такую мини-медитацию по расширению. Это было нечто. Вот, то есть люди, которые умеют это делать, это, конечно, прошибает даже через экран монитора. Вот, самостоятельно для меня это вообще что-то непонятное. Вот, там будет гружу. Я вас гружу, простите. Короче, для меня это эксперимент. Не знаю, что такого эксклюзивного меня там ждет. Может быть, я оттуда выйду как эксклюзивная. Вот новая я, новая волна. Я прям жду какую-то внутреннюю подзарядку. Ну, посмотрим. Так, можем эти слова отложить в сторонку. Так, можно куда-нибудь поставить, чтобы их видеть. Я вот себе поставлю. Они меня прям манят, меня вот прям вдохновляют. Поскольку у меня уже спланирована моя поездка, вот, я больше буду работать над тем, чтобы расслабиться, понять, какого состояния я хочу там достичь, да, зачем я туда еду, кроме эксперимента, да, вот как бы немножко так успокоиться и настроиться на транкило, как говорят испанцы, да, на безмятежность, на спокойствие, чтобы не переживать там, что я куда-то опоздаю, вот, что там, я не знаю, в дороге машины колесо пробьет, короче, ерунда вот эта вот вся. На самом деле, я не особо парюсь по этому поводу, проработанная, потому что, вот, но я себя знаю. Вдруг завтра что-то там не с той ноги встану, вот, чтобы встать с той ноги, что называется. Вот. Но параллельно я буду вам рассказывать, что вы можете делать для того, чтобы спланировать, да, если ваша поездка еще не спланирована. Так что следите, слушайте. Я понимаю, что рисовать и слушать очень сложно, вот, поэтому можете послушать, поставить на паузу, прорисовать, снова послушать. Или же сначала порисовать один раз там вместе со мной, понять, что к чему, и потом в тишине спокойно порисовать самостоятельно. Тут уже кому как удобнее. Кто-то, наоборот, любит сразу рисовать с инструктором, потому что мысли озвучиваются, ты сразу в потоке, что-то делаешь, поэтому алгоритм в записи. Рисуйте сколько хотите и как вам удобно. Начнем. Алгоритм непростой, потому что в нем есть очень интересный момент. Как вы знаете, всегда начинается после темы, 20 слов за 2 минуты, мы с вами обычно что делаем? Правильно, рисуем композицию. Да, делаем выброс, рисуем кружочки, какие-то фигуры. Вот. Сегодня мы начнем с линий поля. Это все еще остается нейрографика.
Я сейчас объясню, почему мы делаем. Мы смотрим на лист, да? И линии поля, они как проводники, да? Это линии мощнейшей энергии, это энергии самости, абсолюта, мощнейшей, доброй энергии, которая поддерживает нас, ведет нас. Поэтому я предлагаю вам сразу нарисовать, да, достать из нашего тревожного чемоданчика суперсилу, да, пойти, да, как говорят, пойти конем, пойти ладьей, короче, пойти с козырей. Вот, пойдем с вами с козырей. Вот, и нарисуем линии поля, чтобы почувствовать это спокойствие, эту поддержку, да, внести намерение, что наша поездка, наше мероприятие, оно будет великолепным, оно пройдет именно так, как нам хочется. Рисуем мы нейролинии, линии поля, как любые нейролинии, да, нейрографические. Рисуем их от края до края листа и создаем единый поток. Поскольку они очень мощные, мы их рисуем немного, да, до уровня достаточности, там, не знаю, штуки 3, наверное. Смотрите по своему листу. Лист вы можете расположить, как вам хочется. Вертикально, горизонтально. Пожалуйста, у меня просто квадрат. Выбрали. И линиями поля вы как будто рисуете себе вот этот путь. Да? Самый лучший путь. Чтобы и дорога, и мое мероприятие, на которое я еду, прошли наилучшим образом. Вот. Мне хочется даже одну оттуда, да, как будто от сегодняшнего в будущее, и вот как будто прекрасное будущее, с которым я буду насыщенная, но тоже ко мне. Как-то так. Мне сказала 3, захотелось больше. Захотелось больше, рисуем больше. Вот, да, прям все в линиях поля. Что мы делаем? Естественно, сразу скругляем. Да, скругляем и вот думаем, да, с намерением, что все пройдет наилучшим образом. Предстоящее событие, поездка принесет нам радость, удовольствие, да, кайфушечку, то, что вы от него ждете. Ну, я замечаю, да, следим за своей рефлексией, я замечаю, что плечи-то у меня поднимаются, да, то есть состояние такое, как бы не транкило. Немножко что-то тревожное, как будто есть зажатость, как будто я что-то не впускаю. Выдыхаю. Прям пальчиком хочу пройтись по этим линиям поля. Как бы сказать себе, все пройдет наилучшим образом. Можете маркером, можете пальчиком. Все будет намного круче даже, чем я ожидаю. Туда выйду новое я. Плечи успокоились. Отлично. Снимаем рефлексию. Да? Плечи вроде бы опустились, но внутренняя какая-то зажатость есть. Потому что чувствуется, да, вот эта вот легкая тревожность, потому что я не знаю, что там будет. Ну, то есть я знаю, какие события, мероприятия там будут, но я никогда в них не участвовала, я не знаю, что я почувствую, я не знаю, как это откликнется на мне. И вот эти вот легкие такие, знаете, вроде бы переживания, а вроде бы азарт, смешанное чувство такое, оно немножко тело зажато, говорит о том, что непривычно, немножко страшно туда идти, потому что я вроде бы до конца не поняла, что от этого ожидать. Да? Если вы еще не спланировали, да, тоже может быть такое немножко зажатое состояние. Еще раз пройдитесь пальчиком по линиям поля. Вот эту вот энергию того, что все будет замечательно, подцепите. Вот, у меня в образе я сижу в медитации, у меня светит солнышко, я такая довольно улыбаюсь. И вот там я вроде бы спокойная, а здесь я пока еще не спокойная.
Хорошо, идем дальше. Сейчас у нас идет композиция. Вносим круги, да, потому что у нас все-таки тревожный чемоданчик для того, чтобы мы успокоились. Мы из этого чемоданчика хотим доставать вещи, которые нас гармонизируют, помогают нам расслабиться, выдохнуть, почувствовать легкость, свободу, да, свободу от каких-то там своих мыслей. Поэтому рисуем круги. Круг – самая гармоничная фигура, которая наводит порядок, гармонию. Что мы обозначаем кругами? Да? Подумайте о том, что вы хотите в этой поездке. Если вы рисуете непосредственно поездку, там, перелет или дорогу, когда вы едете туда, да, что вам нужно? Например, комфорт, безопасность, да, чтобы вовремя все успеть, чтобы не было задержек. Да, подумайте о том, во сколько вам нужно выйти, что вам еще нужно в дороге. Там, одежда, еда, сменка, остановка, чтобы перекусить и расслабиться, да, возможно, там, маска для сна или подушка вокруг шеи. Что вам нужно для комфорта? Да? Что вы хотите спланировать? Я помню, что когда я летела, у нас была релокация, мы перелетали из Казахстана в Испанию, смена часовых поясов. У меня ребенок, который живет по режиму, и без режима нервная система просто слетает в ноль. Я рисовала этот алгоритм и продумывала, как во время перелета с пересадкой я могу поправить его режим. Да, что мне нужно сделать, в какие промежутки, какие активности дать, чтобы его режим сдвинулся, да, сфокусировался, пока сменяются часовые пояса, наилучшим образом. Вот, вы тоже можете задать себе вопрос. Подумайте, что вам надо. Если вы так же, как и я, хотите просто успокоиться, у вас там все спланировано, да, просто хочется сосредоточиться на своем состоянии, значит, подумайте о своем состоянии. Я вот сразу вот это вот новое я, вот у меня прям смотрю на листик, новое я. Где новое я? Новое я где-то вот здесь. Вот я ее прям вот такую вот и рисую. Так, вот это новое я. Если хочется, можете сразу подписывать. Эксклюзив какой-то. Вот эксклюзив я говорю, и он прям здесь. Смотрите, если вы продвинутый нейрограф, знаете другие фигуры, и вам вот безумно хочется добавить другие фигуры, не круги, пожалуйста, следуйте, так сказать, за своей интуицией, за своим бессознательным. Вот. Я буду рисовать круги для тех, кто мало рисовал нейрографику, вот, потому что другие фигуры — это колкие фигуры, а лишняя колкость, лишний раздор, так скажем, да, он нам не нужен, потому что мы пока не умеем с вами, вы не умеете им пользоваться, да, вы не знаете, как применять эту колкость во благо. Поэтому рисуем круги. Так, эксклюзив, новое я. Так, открытие в себе. Это новое я, открытие в себе. Тут у меня открытие в себе. Вот тут. Они как бы маленькие, смотрите, интересно, да? Новое я громадное. Ее поддерживает эксклюзивность. Да, и какое-то маленькое открытие в себе, что-то новое, что выходит из новое я, выходит как бы в мир. Интересно. Что такое я покажу новое миру? Видимо, приеду и расскажу вам. Возможно, это об этом. Так, что еще? Смотрите, оно все в будущем. Да? То есть если разграничить листы так или по восходящей диагонали, все больше туда. Так, что у нас тут в настоящем? Что еще мне нужно? Что я хочу, чтобы там было? Так, у меня там будет вкусная еда, будут какие-то фотографии, но это все не то. Это больше про мирское, так сказать, да? А я сейчас хочу про душевное. Я вот сказала, вроде бы хочется. Вот вкусная еда, она прям вот здесь просится.
Чтобы вы понимали, для меня важно, я первый раз буду жить, когда не буду есть ни мясо, ни рыбу. То есть там нутрициолог подобрала питание такое, чтобы нам всем всего было достаточно, но без черного чая, без кофе, без мяса и без рыбы. Для меня это, ну, прям эксперимент. Никогда такого не было. Вот хочется, чтобы это было во благо, это вкусная еда. Хочется фотографий. Хочется, чтобы они отражали, потому что там будет отражали мое новое состояние, отражали внутреннюю меня. Где вот? Где? Ну, где-то здесь. Вот. Не спешу рукой, да, навожу. Так. Медитации. Нужен какой-то новый опыт и озарение. Вот здесь. Так, сколько фигур? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, мы рисуем 7 плюс-минус 2 фигуры на листе, потому что наш мозг больше просто обработать не может. Мозг не может сразу столько задач, фигур, действий, да, обрабатывать ежеминутно, скажем так. Поэтому я бы советовала 5-7. 5-7 фигур на лист, чтобы это было легче для вашего мозга усвоить. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, ну и всегда можно добавить что-то хорошее. Вот, я не хочу. Вот, мне как будто достаточно. Так. Новые идеи, фото, еда, новая я, эксклюзив. Что у меня было? Открытие в себе. Так. Нарисуйте, что нужно вам. Возможно, вам нужен там удобное жилье, Wi-Fi, там, комфортное сидение, пока вы едете, да, там вкусная еда на новом месте, хорошая погода, все что угодно. То есть все, что вам нужно, прорисовывайте. Также, если вы прорисовываете именно планирование, да, то есть вы хотите спланировать, вот, можете прям кругами нарисовать вот эти свои шаги плана, да, или предполагаемые события. Если вы едете в путешествие, в длительное путешествие, и у вас там много экскурсий, например, то вы можете кругами обозначить эти экскурсии, которые вы планируете посетить, да, чтобы они тоже прошли наилучшим образом, чтобы вы там кайфанули, чтобы не было много народу, чтобы можно было и пофоткаться, и гида услышать, и насладиться, да, тем, что вы будете рассматривать и изучать. То есть все зависит от того, что вы прорисовываете. Что мы делаем сейчас? Да, отслеживаем состояние. Я заметила, что я немножко расслабилась. У меня левая нога даже как-то так в сторону уехала. Зажатости меньше. Я как будто танцую, там что-то такая веселая. Состояние такое более спокойное. Немножко еще что-то осталось такое животрепещущее внутри, да, но уже спокойнее, то есть идет проработка. Так, как вы? Хорошо. Сейчас мы вносим нейролинии. Да, мы берем и нейрографируем фигуры. Поскольку наши фигуры находят на линии поля, давайте возьмем энергию с этих линий поля, да, не просто пронейрографируем фигуры, а вот эту вот энергию мы как будто берем из этого благополучия и проводим в свои события, в себя, в эмоции, то, что вы нарисовали. Смотрите, как я это делаю. Вот прям проходим по линии поля и от нее, да, ведем нейрографическую линию. Можно даже задуматься о том, что пусть эти события пройдут наилучшим для меня образом.
Пусть все будет так, как лучше для меня. Если нейролиния пошла куда-то в сторону, не по кругу, хорошо. Вышла в фон, тоже хорошо. Ну и попытайтесь прям почувствовать это состояние, что все будет наилучшим образом. Да, можете представить, наилучшим образом это как? Особенно если вы планируете, да, сейчас на этапе планирования, можете задаться вопросом, какое оно наилучшее для меня, да, что мне сделать, чтобы приблизиться к этому наилучшему. Что бы я такого хотела увидеть в своей поездке, почувствовать, съесть, да, испытать, какие трансформации бы хотела пережить. И хотела ли бы, да, то есть то, что вам нужно. Вот мне хочется какого-то такого, как озарения, что ли. Чтобы быть ближе к вам. Да, лучше как-то чувствовать людей, помогать людям своим, подписчикам, сообществу, которое у меня тут организуется. Я заметила, да, вот у меня все круги, они как-то взаимодействуют вместе, пересекаются. И только один кружок. Я уже забыла, что это у меня было. Да, он какой-то такой отдельный. Вот я беру от линии поля. Прохожусь по контуру. Захотелось даже вовнутрь зайти как-то так. Посмотрите на свое состояние. Какие вы сейчас? Да, я вот улыбаюсь. Мне прям хорошо. Сейчас мы, естественно, скругляем пересечение. Можно где-то повторно пройтись по линиям. Когда мы скругляем с вами пересечение, мы убираем вот эту вот лишнюю колкость на листе, которую видим, да? Потому что каждое пересечение — это как маленький уголочек. Это как такой маленькая иголочка, которая воспринимается бессознательно, да, как что-то острое, как что-то конфликтное. А мы здесь, чтобы навести гармонию, спокойствие. Если вы видите, что где-то у вас тут линии, подцепляете. Очень многие начинающие нейрографы боятся черноты. Да, им кажется, что черное, боже, это что-то страшное. Не бойтесь, мы берем черный маркер именно потому, что он очень контрастный. Потому что наши нейролинии должны быть контрастными. Мы словно путь рисуем свой. Не бойтесь зарисовывать. Мы мозгу сейчас показываем, что это все реально, все хорошо, тут нет ничего страшного, в этом нет ничего плохого, это безопасно, да, то, что мы придумали. И это реально, и да, это может случиться, и этому быть. Опять же, если вы планируете, можете задаться вопросом, да, как мне это сделать, каким образом. Если вдруг, да, ответ не пришел сразу, не переживайте. Мозгу нужно настроиться. Поверьте, вы ответ получите, если не сейчас, то чуть-чуть позже. Если вы это рисуете перед самой поездкой, как я, поверьте, когда вы пойдете в путь, спокойствие будет гарантировано. Я говорю про себя. Всегда, когда я рисую,
прорабатываю. Я потом прям... Мне все в кайф. Даже если что-то немножко идет не по плану, я говорю, пусть будет, значит так надо. Значит, это и есть тот самый наилучший путь. И с улыбкой иду вперед. Кстати, про переезд в Малагу. Вот все, что я придумала, пока рисовала, это было, знаете, такое, как авантюра из области фантастики. И сон ребенку сдвинуть, и выгулять его во время пересадок, да, и покормить вовремя, то есть сдвинуть это все и по времени. И самое удивительное, что оно так и случилось. Мы очень четенько попали, все без задержек. Ребенок поспал, когда надо, поел, когда надо. Это все благодаря перелетам смены часовых поясов немножко сместилось. Я подсуетилась, где надо, да, и красота. И мой ребенок, когда приехал в Испанию, у нас тут разница 6 часов с Казахстаном, он влился в новый режим сразу же. Да? То есть вот эти вот маленькие шажки, которые я предприняла, пока мы летели, они сработали на ура. И у него не было адаптации. Да, у него не было вот этого вот, что я не могу спать, я не могу есть, нервная система перегружена, стресс, мало того, что новое место, так еще и режим сбился. Нет, это было идеально, просто идеально. Единственное, поскольку я рисовала, переживала за ребенка и больше думала за ребенка, по приезду адаптация была у меня. Я не могла переключиться с одного часового пояса на другой. Поэтому не забывайте о себе. Во-первых, нейрографику мы всегда рисуем про себя, да, но поскольку я переживала за ребенка, я как-то свой фокус внимания, да, сделала на то, что я могу сделать, чтобы ему было лучше. Вот я спланировала. Это, конечно, меня очень сильно успокоило. Вот. Но по приезду потом рисовала, как уже в текущих реалиях мне перестроиться самой. Выдыхаю. Давайте я сейчас помолчу чуть-чуть, чтобы вы тоже могли сконцентрироваться на себе, на своем состоянии. Я вот вижу тут, да, вот можно что-то рисовать. Я не хочу, вот прям зарисовываю, да, не боюсь этой. Тут, наверное, такой пузыречек воздуха. Замечайте, если вы выдыхаете. Каждый раз, когда вы выдыхаете, или там идет какая-то отрыжка, это значит, что вы что-то прорабатываете, да, на своем бессознательном уровне, вы что-то отпускаете. Плюс дыхание, да, очень сильно влияет на регуляцию тревожного состояния. Я обязательно сделаю об этом рилс, как помогают и чем помогают дыхательные техники, ссылками на научные исследования. И, собственно, сами техники я тоже вам расскажу. Так что присоединяйтесь к моему каналу, к моим соцсетям. У меня сейчас как раз идет тема тревожности, поэтому как с ней справляться. Ой, много полезного будет. Все для жизни. Нейрографика для жизни у меня. Боже, дай мне сил молчать. Помолчу, все равно разговариваю. Как я буду там молчать 2 суток, я не представляю.
Интересно, вот смотрите, я задумалась о том, про молчание на этапе эксклюзива. Как интересно, о чем бы это мне? Возможно, о том, что для меня это роскошь, эксклюзив, возможность помолчать, да, ничего не объяснять, никого учить, не рассказывать что-то ребенку. Может быть, это об этом? Может быть. Когда вы находитесь, да, в каком-то из кругов, какой-то из фигур, скругляете, да, задумайтесь о ней. Отследите ваше состояние, отслеживайте телесность, эмоции, образ, да, и мысли, какие мысли вам приходят. Потому что, когда вы переходите от фигуры к фигуре, ваше состояние будет меняться. Вот у меня тут как стали соприкасаться, да, две фигуры. Да, можно задаться вопросом, как интересно, чем они связаны между собой, как одно событие может помочь другому. Вот вам еще. Если вы рисовали круги экскурсий, да, просто идеи, что вы хотите посетить на новом месте в своей поездке, посмотрите, в какой последовательности они расположены с точки зрения там, диагонали, да, как вы рисуете, или если горизонталь, то так, если вертикаль, то сверху вниз. Да? И это может быть вам, да, на бессознательном уровне подсказкой, что зачем можно расположить, да, в какой последовательности проходить эти экскурсии. Если вы прорисовываете события, бизнес-события или день рождения, например, да, не обязательно поездку, то там же тоже очень много важного. Спланировать, да, место, где вы это будете проводить, что вы будете говорить, да, в какой последовательности это сказать, как это преподнести. Так. Ой, мне прям хорошо. А сейчас мы с вами, да, заполняем. У меня какие-то нейролинии уже пошли в фон. Мне хочется еще, да. Если ваши фигуры сейчас еще не связаны нейролиниями, ну так получилось, что они все где-то разделены. Очень важно, да, принцип связности. Мы в нейрографике никогда нету отдельно стоящего какого-то элемента, фрагмента или фигуры, потому что мы все связываем в единую сеть, как будто формируем новый паттерн. Поэтому сейчас нейролинии обязательно пройдитесь, да, чтобы у вас была связь. Также это уровень такой социального
да, коллективного бессознательного, эгрегоров. Да, можно задаться вопросом, если вы едете не один, с кем вы едете, как взаимодействовать с этими людьми, как они могут вам помочь, чтобы вы, например, если вы очень тревожный человек, да, как они могут вам помочь, чтобы вы меньше тревожились, как вы можете им, что вы можете попросить, как вы можете им об этом сказать. Возможно, если вы организуете мероприятие, да, и вам нужны помощники. Кто эти помощники, кто эти люди? Если вы планируете какую-то поездку, с кем вы хотели бы в нее отправиться? Я заметила, у меня углубление пошло. Захотелось ее сюда вывести. И обязательно скругляем пересечение. Ну, как будто даже песчинка какая-то. Мне сейчас надо прям помолчать. Если у вас проблема, когда вы скругляете, у вас образуются кляксочки, посмотрите, как я скругляю, да? Из более толстой линии в тонкую или наоборот. Еле касаемся тонкой и более уверенно заходим в толстую линию. Можно, конечно, всегда пройтись по линии еще раз маркером, но если вы не хотите утолщать, да, или вот смотрите, вот я один уголок скруглила, и второй, да, я как будто из этой же точки вот выхожу. Оп. Просто понаблюдайте. Да, чуть-чуть как бы приподнимаем. Но не резко, иначе будут у вас шероховатости, заусеницы. Вообще, если вы раньше никогда не рисовали, в описании к видео, забыла сказать, это было раньше, да? В описании к видео есть ссылка на обучающий урок, как научиться рисовать нейрографические линии, скруглять пересечения. Прям хочется. Про мою еду. Может быть, связь с нутрициологом, да? Перенять это что-то новое. Вот как начинаю говорить про еду, сразу скукоживаюсь. Тема еды у меня, конечно, такая. Я привыкла всегда есть, что хочу, и не худеть. Но сейчас уже возраст не тот, не полнеть. В юности просто ела чуть ли нон-стопом, но поскольку очень много энергии было, занималась вообще, ни минуты не сидела на месте, поэтому, естественно, это все уходило. Сейчас уже как бы сидячий образ жизни, и возраст не тот. Вот, поэтому контролировать питание хочется. Вот этот нужно. Смотрите, если вы хотите... Сейчас, подождите, еще сколько. Если вы хотите, да, как бы настроить контакт в дальнестоящих каких-то кружочках
и не видите, да, не хочется рисовать новые линии, они как будто слишком их много тогда будет, да. Ловите лайфхак. Берете от текущей и проходитесь по существующим. Вот она связь, да? Вы как будто показываете, вот она связь. Да, где-то хочется вывести новую, отлично. Значит, тут что-то есть. Да? Что каждая нейрографическая линия, она несет в себе энергию, и именно она как будто говорит, давай-ка вот посмотрим немножко на ситуацию по-другому, да, с позитивного ключа. Что хорошего может в этом быть? Как мы это можем повернуть в лучшую для себя сторону? Хочется как-то еще. Так, какая интересная линия, такая заковыристая, кудрявенькая. В линию поля пошла, в линию поддержки. Интересно у меня питание связано с фотографиями, да, процессы, которые там будут. Так, нейрографических линий делаем до уровня достаточности. Еще захотелось как-то вот так. Интересно. Что как-то я же там буду не одна. Может быть, как-то взаимодействие с другими женщинами, чтобы мне как-то... Вот как будто вот тут мало, мне вот тут мало. Вот так, в новое я. Хочется больше. Хочется больше про себя чего-то понять. Хочется нового открыть. Будучи в этой тишине. Хочется обновиться. Новые идеи, новые открытия. Я очень часто слышала, что люди, которые уезжают там на эти длительные медитации в тишину, всегда возвращаются такими не то чтобы отдохнувшими, а просветленными. Мне тоже хочется этого света накопить, чтобы он был внутри меня, прям лился из меня, выливался в мою деятельность, привлекал людей. Как интересно, видите? От линии поля, вот как будто в мое настоящее, чуть прошлое, может быть, в то решение, когда... Просто я когда увидела название ретрит, я так загорелась, никогда, мне всегда казалось, что это за ерунда. А меня вот прям потащило в него, я загорелась и сразу же записалась. Ой, прям хорошо было. Так. Опять же, когда вы сейчас шли в социум, мне не нравится. Можете подумать о том, обстоятельства, какие вам нужны обстоятельства, да, чтобы все произошло наилучшим образом, что вы хотите от окружения, да, не только от тех людей, которые вам помогают, а просто от тех людей, которые будут рядом с вами, будут окружать вас, какие эмоции они там мешают, не мешают, или наоборот мотивируют вас на что-то новое, да, чего вы от них хотите. Что хочется связать. Сказала мне, все, вот увидела, что этот какой-то как будто недолюбленный у меня кружочек. Кружочек открытия в себе, он какой-то у меня недолюбленный. Как будто я его мало погладила, мало внимания ему уделила. Какая ж новая я, какие ж новые открытия.
Ну, эксклюзив пошел. Как интересно, о чем мне это? Мгм. Так, если вы закончили, не забываем отследить свою рефлексию, да, состояние. Ой, мне вот прям хорошо. Мне вот как будто в образе у меня я вот там стою в какой-то позе этой ёжной, да, сейчас будем заниматься йогой. На душе как-то так трепетно, да, уже не тревога, а вот какой-то такой легкий трепет, ожидание чего-то нового, чего-то интересного. Я вот вижу эту линию, вот прям не могу. Вот мне вот как будто нужно сюда вывести. Так, о чем мне это все говорит? Возможно, я наконец-то стану, да, больше заниматься йогой самостоятельно, дома или медитации. У меня будет получаться, я внедрю их в свою жизнь, потому что на самом деле могу вам тоже потом расскажу про исследования ученых. Медитации очень благотворно влияют на нервную систему, вот, на тревожность людей. О, прям хорошо стало, прям выдохнула, видите? Прямо выдохнула. Так, окей. В мыслях у меня, что все будет хорошо. Я этого заслуживаю. Я заслуживаю быть новой, я заслуживаю новую жизнь, я заслуживаю этого спокойствия, я заслуживаю эту гармонию. Мне можно быть новой, не обязательно быть там занудной, показывать всем, как хорошо я все знаю. Да. Можно отпустить, генерить идеи, высказывать их людям. Людям наверняка не понравится. Вот, кстати, инсайты, которые сейчас вас посещают, возможно, какие-то слова, как аффирмация, да, приходят, запишите себе. Или отдельно на листик. Я люблю писать с обратной стороны рисунка. Тут кому как больше нравится. Так, и мы переходим к раскрашиванию. Да? Шаг архетипирования. Можно оттянуть интуитивно закрытыми глазами, если у вас там хочется проработать, а у вас все легко идет, да, хочется больше сопротивления, если вам хочется поднять, то закрытыми глазами вытягивайте. Вот. Или же можете просто посмотреть на свои маркеры и выбрать цвет, который вот вам нравится. Вот этот 17 мне нравится. Окейушки. Так, цвет мы вносим маркерами, вот, потому что цвет всегда получается более насыщенным, более ярким, идет более глубокая проработка. Это всегда про какой-то вау-эффект, да, мы не легонечко касаемся темы, мы прям глубоко в нее идем, прям конкретно так, основательно, потому что это у нас сейчас, если смотреть по пирамиде мышления, по пирамиде сознания, да, уровень мифов, и мы потихонечку спускаемся в уровень самости, 5 элементов базовых. Мы сейчас нашим цветом образуем большие фигуры, потому что сейчас у нас вот отдельно стоящие ячеечки, рисунок, как будто он вроде бы и связан нейролиниями, он гармоничен, да, хорошо, он такой бионичный, плавучий, но они вот все как стекляшечки разрозненные. И мы цветом соединяем это все в большие фигуры. Мы можем их объединить в фигуры кругов, вот, но я советую вам довериться бессознательному, потому что это очень глубокий уровень мифов, тем более 5 элементов. Доверьтесь бессознательному и вносите вот туда, куда просится. Единственное правило – это должно быть разукрашено рядом
2 и более фрагмента, да. То есть если я вот вношу сюда цвет, то я должна сразу его внести куда-то в рядом стоящие элементы. Прям по линиям можете вести, да, потому что мы соединяем, мы их не дробим. Вот куда просится. Это могут быть какие-то фигуры, это может быть потоки цвета, да? Доверьтесь. Вот я говорю, доверьтесь, сразу вот выдыхаю. У меня вот сразу идет выдох. Отследите свое состояние. Да? Задайте себе вопрос, а о чем мне этот цвет? О чем мне этот цвет вот конкретно сейчас в моей теме? Какую энергию он несет? Какой смысл? Вот этот такой красивый розовый, о чем он мне? Ну, какой-то вот девичий розовый, я бы сказала, вот такой. Новые маркеры. Немножко растекается, да? Цвет сюда заходит. Ничего. Значит, так надо. Пусть это будет лучше. Так, о чем мне этот цвет? О чем мне этот девичий розовый цвет? Может быть, про открытие своей внутренней девочки. Мне кажется, она у меня никогда не дремлет. Про доверие себе. Да, про какую-то такую веселость, энтузиазм. Разрешить себе ошибаться. Да, действовать так, как хочется. Не так вот кто-то говорит. Маркетологи, шмаркетологи. Вот. Не могу вот сюда. Замечаю, что периодически у меня плечи поднимаются, да, это значит, я чего-то зажимаю, да, можно задать вопрос, как интересно, о чем мне плечи сейчас, почему я их поднимаю, да, как будто прячусь, я как будто прячусь, да? Не надо прятаться, давайте наружу, пусти меня в наружу, есть из мультика «Дом». Ну вот выйти и сказать, вот она я. Вот она я. Мне вот она я. Прям захотелось вот это вот все закрасить розовым. Название цвета теперь у меня. Вот она я. Кстати, если вы боитесь забыть потом, о чем вам этот цвет, ну, на бессознательном уровне, понятное дело, оно сохранится, когда вы будете смотреть на свой рисунок. Так, черный мне надо будет брать другой. Размывается. В этот раз я взяла черный из того же набора маркеров. Да, у меня спиртовые маркеры. Видите, расплывается. Не очень красиво. Значит, мне нужна. Пусть это будет какая-то загадка. Да? Как внутренняя тень, которая выйдет наружу, засияет новыми красками. Мне хочется. Вот она я. Она как-то вот сюда идет.
Следующая. У нас в фразе «вот она я». Я вот прямо стою в образе, вот руки как будто вот так вот к солнышку. И вот она я, вот, ну посмотрите, мне так хорошо. Я как будто на вершине, мне хорошо видно. Это про проявленность, да? Вот. Разрешить себе вот проявляться, рассказывать, стать заметной. Кажется, я вроде бы уже. Может быть, недостаточно. Хорошо. Так. Следующий. Не отсвечивает, сейчас нагну так. Следующий, сказал заведующий. Странно, вот какой-то такой неяркий цвет. Очень интересно, как он будет на бумаге. Что-то такое. Ой, прям совсем нежненький, посмотрите. Как будто цвет кожи. Как интересно, да? Цвету. Цвет кожи, сказала я. Как сразу розовый выделяется на фоне этого цвета. Даже не могу понять, какой это цвет. Кремовый. Кремовый цвет. Так, цвет кожи. Нежный такой, да? Кожа. Близко к телу. Да, всплываем ассоциации, задаемся вопросом. О чем? Как интересно. О чем это мне? Что это вот новое я? Я стану сама к себе ближе? Интересная мысль. Прям философская. Как можно стать самой к себе ближе? Смотрите, вы когда вносите цвет, тоже задавайтесь вопросом, о чем он мне в моей теме. Смотрите, в какие фигуры входит, да, когда вы поймете, какую энергию он несет. Да, через образы, возможно, через мысли, через состояние эмоциональное. Вот, через тело. Проверьте, там оно зажимается, расслабляется, колется, тошнит. Да, и всегда как интересно, о чем мне это. Если, например, вы до этого рисовали маршрут, да, что вы хотите посетить, или планировали события, что зачем нужно, или что вам нужно в дороге, да, то есть если вы до этого рисовали какие-то ресурсы, скажем так, там, события, действия и так далее, возможно, сейчас цвет дает вам энергию каких-то эмоций, да, больше эмоциональный окрас. Также вы можете осознанно внести, например, вот мне бы хотелось радости, да, и посмотрите, да, вот с чем мне ассоциируется радость, и выберите цвет, и внесите этот цвет. Да, можно сделать и так. Так, ближе к коже. Цвет. Как будто я должна сродниться с собой. Так интересно, оно идет вот из фотосессии, вот в новую я. И вот сюда хочется этот цвет внести. Как интересно. Уже забыла даже о чем. Надо все-таки подписывать свои кружочки. Благо у меня есть запись, я посмотрю. И обязательно, да, задамся вопросом, как интересно, а цвет в данной фигуре, да, конкретный цвет, вот эту вот энергетику в данной фигуре, что он несет, как я это чувствую, включается ли у меня сопротивление, или наоборот, я расслабляюсь, мне хорошо, да. Вот очень, кстати, интересно,
В такой диагностике у людей, у которых есть запрет на радость, да, вот, например, мне хочется свободы, радости, счастья. Вот если вы называете какую-то эмоцию, которую вам хочется в этом пути, и выбираете цвет, и когда вы вносите цвет в фигуры, отследите состояние. Если где-то в какой-то фигуре вы начинаете зажиматься, или несмотря на то, что вы вносите радость, да, вы вносите что-то позитивное, а вас начинает корёбить, это значит, что где-то есть запрет. Либо вам кажется, что не может быть радости в этом событии, да, или там нету радости в этом ресурсе, или то, что вы нарисовали. Либо же вы интуитивно, да, это же бессознательное, интуитивно как бы выталкиваете её оттуда, да, скажите: «Как интересно». И если вдруг там сопротивление, через сопротивление вносите туда этот цвет, вносите цвет этой эмоции. Скажите: «Мне можно, там есть эта радость, я смогу ее испытать, моя жизнь наполнена радостью и любовью». Да? И через это сопротивление, да, вот мы проходим вперед. Если остаточки останутся, возьмите себе на заметочку, запишите себе и обязательно порисуйте АСО, алгоритм снятия ограничений, на выход, да, на преодоление вот этого ограничения, да, проработайте его отдельно. Так. Что еще? Хочется еще цвет, хочется цвет. Какой мне цвет еще хочется? Мне как будто хочется какой-то голубенький, такой нежный-нежный. Я не знаю, это он или не он. У меня есть выкраска. Я вот такая хитрая, 144. О, вот этот, да, как раз я его взяла. Отлично. Отлично. Вот мне хочется его вот заполнить все, весь оставшийся фон. Этим цветом. Так, задаю себе вопросом, о чем мне это вот опять сопротивление, прям чувствую, да, у меня плечи поднимаются. Ну, а цвета нет, это про свободу, про вот выдохнуть, прям про разрешить себе. Транкила, быть транкила, говорят испанцы. Мне не очень часто это говорят. Ну, просто это... Я когда чего-то не понимаю, я начинаю немножко так сжиматься, потому что мне очень хочется понять, что же они мне говорят, а я с испанским пока еще не очень. Только учу. Не всегда догоняю. И они сразу: «Транкила, no pasa nada, типа расслабься, все хорошо, не переживай, сейчас совсем разберемся». Вот моя вот транкила, как ветер, как вода, как море. Я вот как будто как ракушка. Да, вот я вылажу из этой ракушки, вот мне можно, я вот прям образ такой классный, что вот я вот, знаете, как Афродита в этой ракушке. Она раскрывается, и я выхожу, и я иду по волнам. Прям стихия держит меня. Я полна спокойствия. Возможно, как раз-таки побыв в этой тишине. Ну, как быстро рука идет, да? Шустренько. Да, задаемся себе вопросом, да, если вам этого не хватает, как я могу это догнать, да? Как я в свою жизнь могу это принести. Только у меня это в поездке. Собственно, мы будем учиться это делать. Смотрите, как интересно. Вот он у меня вошел в эксклюзивность и в еду. Ну, с едой интересно, да, потому что когда ты правильно питаешься, когда ты ешь легкую пищу, когда у тебя там организм не перегружен избытком жира какого-нибудь, да, холестерина, когда нету тяжести, это дает легкость. Собственно, как и здоровое питание, оно тоже благотворно сказывается. На нервной системе, я об этом рассказывала, можете посмотреть лекции. Да, это вот для меня как
Быть всегда спокойной — это как какая-то эксклюзивность, да, как будто я не разрешаю себе быть спокойной, как будто всегда себя подстегиваю. Интересно, это вот интересно. Как интересно. Я вот себе даже запишу. Запишу себе. Так. У нас тема. 1:0. 3. Так, сегодня у нас 24.0. Я всегда записываю тему 1:0, тему 2:0 с обратной стороны листа, чтобы, если мне нужно вспомнить, я могла почитать. Если интуитивно не шевелится, да, если мне хочется на осознанный уровень как-то поднять. Так. План. Так, асона. Так хочется написать. Кила. Разрешить свободу. Норма. Так, хорошо. Да, уже что-то новенькое. У меня бумага. Если захотите, я вам расскажу. Напишите в комментариях, кстати, если вам интересно и нужна помощь с подбором материалов. У меня альбом специально для скетчинга. Тут вот есть специально такая промокашечка, вот, чтобы не перепечатывалось на лист. Так, с цветом я закончила, мне прям хорошо. Знаете, о чем я еще подумала? Вот у нас там будет фотосессия, ну не фотосессия, а фототерапия. Естественно, в чате там начали обсуждать. Вот я думала, боже, а вот что одеть, чтобы меня красиво там, пока я сижу, о чем-то думаю, фотографировали, а как выглядеть? Вот я сейчас подумала, что если бы не этот факт, да, если бы я не задумывалась о том, как я выгляжу со стороны, потому что меня будут фотографировать, я бы забила и все это время, наверное, ходила бы в костюме для йоги, потому что у нас там медитация и йога будет постоянно. Я выдохнула. Может быть, разрешить себе, да, не париться. Вот в этом ретрите разрешить себе не париться и вот просто быть, как хочется. Прям мурашки, прям выходит из меня. Выходит из меня. Дайте я еще это. Разрешить себе, да, быть эксклюзивной. Не париться по поводу, как я выгляжу. Просто быть с собой. Ходить себе. Захочу, буду ходить. Не захочу, платьице одену. Да, вот как я чувствую. Как я чувствую. Ну, так я выгляжу, так я ем. Интересно. Интересно. Прям. Если надо, промотайте. Мне вот нужно чуть-чуть побыть с собой в этом состоянии. Да, разрешить себе не париться. Кстати, опять же, можно задать вопрос, да, это к диагностике. Видите, нейрографика очень глубокая, да? Мы рисуем, я села порисовать, чтобы расслабиться, а сколько диагностики вытягивает, да, сколько мы про себя вспоминаем. То есть у меня запрет, да, вот на свободу, запрет на то, чтобы расслабиться. Опять же, я вспомнила про фотосессию, как я выгляжу со стороны, значит, мне казалось, что я уже как бы наплевать мне на чужое мнение, да, о том, как я выгляжу, но как мне все-таки, видимо, важно, да, как выглядят, как видят меня люди со стороны. Я просто эти фотографии хотела использовать в социальных сетях, да, делать из них обложки. И вот, и почему-то мне очень важно, чтобы меня видели как эксперта. Да?
такую вот серьезную, которая понимает, что она делает, чтобы не сложилось какого-то ложного впечатления, что я такая вся легкая, воздушная, типа, давайте просто подумаем, улыбнемся, и все в жизни изменится. Нет, как бы я за научный подход, и мне хотелось, чтобы это прям было видно в фотографиях. А сейчас вот нужно отпустить, да, отпустить вожжи, не всегда думать о том, задуматься о том, что будут думать люди. Но пасанада испанская. Чтобы вы понимали, в Испании мамы могут спокойно вот дома ходят в пижаме, например, и в этой же пижаме вести ребенка в школу. И всем как бы по барабану. Это именно в Андалусии, здесь у нас, где я живу. Всем по барабану, как ты выглядишь. Одновременно можно увидеть женщину с обложки журнала, и рядом с ней абсолютно спокойная и счастливая женщина там в трениках или в пижаме идет себе и улыбается прохожим. И это же замечательно. Может быть, вот добавить легкости, да, вот в свой контент в том числе. Не париться, не запариваться, разрешить, да. Вот. И опять же, зависимость от чужого мнения. Дайте я себе запишу. Возможно, мне это где-то имеется. Так. Смотрите, что может сейчас произойти. Я сейчас понимаю, что у меня линии поля, они где-то как-то спрятались, что ли, да? Не везде я их вижу. Ну вот. Значит, вот так. Проводим новые. Что вот, например, я вижу. Я понимаю, что они у меня тут не пересекались. Сейчас вот у меня пересекаются, она как-то раздваивается. Интересно, да? И вот разрешите себе, да, как интересно. Новые потоки энергии. Как же здорово. Как по-новому, да, вот после того, как мы нарисовали, идет это. Пусть это будет благословение. Обязательно утолщили, да, скругляем, если где-то пересечения стали более явными. Столько какой-то радости. Знаете, такой вот тихой радости, спокойствия. А в образе я как будто выступаю на сцене. Так интересно. Абсолютно не волнуюсь, что-то я так себя гармонично чувствую, что рассказываю людям, что-то рисуем вместе. Как здорово. Как же здорово, прям хочется собирать большую аудиторию, большие залы. Может, мне прояснится что-то. Так. Мы переходим к фиксации. Фиксация, да, это самое важное на листе. Графическое решение. Что важно, да, в вашем вот пути, который вы рисуете? Какой самый важный ресурс, если вы рисовали ресурсы, да, в вашем тревожном чемоданчике? Что вам даст успокоение? Если вы рисовали событие, то какое самое важное запоминающее событие, да, что станет флагманом вашей поездки, да, звездой? Это может быть круг, да, решение, которое уже есть на листе. Это может быть новая фигура, объединяющая какие-то существующие. Да? То есть посмотрите на рисунок, и что первое бросается вам в глаза. Да? Вот что вы хотите. Или из этого, или новое. Можно так вот отвести в сторону. Вот у меня это новое я. Прям хочется новое я. Новое я. Берем, да, толстый маркер, которым линии поля проводили.
и фиксируем. Да, если у вас был какой-то вопрос, то вот оно, графическое решение. Проходим, да, наше решение, оно тоже бионичное, мы проходимся по нему нейролинии. Рисуем фиксацию круг, да, чтобы это было гармоничное решение. Я вот замечаю, что мой круг почти квадрат, такой как мягкий квадрат. Квадрат – это фигура постоянства. Да, ну вот он прям не острый, да, без уголочков. Он прям такой вот округлый. Это хорошо. То есть тут у меня вот новая я станет постоянной, но она станет мягкой, да. Вот это вот постоянство, оно будет мягким, оно будет гармоничным. Оно будет сияющим. Как интересно, да? Как интересно, в чем будет заключаться это новое я? Какая она новая я? И обязательно в поездке тоже буду рисовать нейрографику, потому что много будет свободного времени в том числе. Прорисую новую себя. Прорисую новую себя. Я уже даже знаю, какой алгоритм порисовать. Я уже знаю. Опять замечаю, что, оказывается, было зажато, когда говорила про новую я. Выдохнула, прям расслабилась, и прям спина ровная, и я прям такая гордая. Да, прям хорошо мне. Сейчас мы с вами доводим работу до вау-эффекта. Да, мы переходим к стилизации. Это когда мы, если говорить по пирамиде сознания, да, мы делаем такой мостик из энергии самости, абсолюта, к нашему осознанному здесь и сейчас, да, нашему логическому, осознанному, что я делаю, зачем я это делаю, да. И когда мы делаем стилизацию, мы как будто вносим наше эго, да, потому что линии поля и фиксация, которая идет на линиях поля, да, после линии поля, то есть с энергией самости, на вот этом вот всем поддерживающем, на самом лучшем, да, вот когда мы переполнены этой энергией, уверенностью, поддержкой, да, мы находим это идеальное решение. И сейчас мы подключаем чуть-чуть наше эго, да, как будто замечательно. Я теперь знаю, что с этим делать, и я хочу это сделать немножечко вот так, да, чтобы оно выглядело вот чуточку вот так. Я это решение вот так внедрю в свою жизнь, да, и мы это показываем визуально на листе, и можем задаваться себе вопросом, да, а как это сделать в реальности? То есть если ваше решение не совсем понятное, либо наоборот вы поняли, в чем оно заключается, но вы пока не понимаете, да, точных шагов, как к нему прийти, задайте вопрос, да, как я могу воплотить это в жизнь. Стилизацию вот уже мы можем делать с карандашами, да, маркерами мы все вынесли. Если хочется, можно и маркерами, хочется карандашиками. Карандашики тоже вот берем интуитивно, как бы, да, и вот мне хочется вот этот. Опять же, это стилизация, когда мы привносим свое эго. Поэтому проверьте, что это за цвет. Нравится ли он вам, подойдет ли он сюда. Так, ну, мне нравится. Такое ощущение, как будто он не про это. Так. Так интересно. Вот логически хочется один, а интуитивно другой. Доверяем интуиции, да, потому что мы пока еще наполнены вот этой энергией самости. Поэтому делаем, как говорит чутье.
Что мы можем сделать? Вот я сейчас хочу подсветить все эти фигуры. Так, допустим, у меня отсюда свет, значит, тень будет падать сюда. Да, они с этой стороны будут немножко такие более темные. Можете просто выделить, да, круги, если они у вас слились, когда вы вносили цвет, просто выделить карандашечком кружки, как будто подсветить их чутка. А я вот хочу тенюшечку чуть-чуть вот такую. Вообще, если делать тень, то нужно делать этими же цветами, только более темными. Я взяла абсолютно другой карандаш. Ну вот хочется так. Если так хочется, замечательно, делаем. Да, вот он. Вот он мой эксклюзив. Вот он вот такой. Чтобы вы понимали, вот. Вот, видите? У меня отсюда как бы свет идет, значит, вот тут вот будет темнее. Чуть-чуть сюда заведу. Можно даже сделать сюда тенюшку, которая падает. Знаете, что самое интересное? Я не знаю, сколько записалось сверху. Посмотрим. Но я в любом случае выложу этот алгоритм. И раньше я бы его ни в жизнь бы не выложила, потому что я бы его переснимала. Но раньше я бы подумала, ой, скажет, ерунда, вы что? А сейчас вот наполненная вот этим транкило своим, почему бы и нет? Между прочим, для вас тоже опыт. Это опыт, знаете, такой, как коучинговый, когда вы не смотрите, как я делаю, не копируете мою технику, не повторяете за мной, как за учителем рисования, а вы слушаете, что я говорю, и отображаете это интуитивно сами себе на лист. Все эти работы... Все эти работы вы можете прислать мне. У меня есть специальный телеграм-чат, куда вы можете выслать свою работу и получить по ней обратную связь. Чтобы связь была глубокая, алгоритм получился классный, я уверена. Просто бомба. Если вы сейчас все делаете, анализируете и записываете, высылайте рисунок, высылайте его с описанием, да, что где вы чувствовали, как тело реагировало, какие эмоции шли, какие образы, какие мысли приходили. Если вы это все вместе с рисунком мне напишите, как это изменялось, особенно что где у вас кольнуло, да, самое главное, я смогу вам дать обратную связь не только по технике вашего рисования, да, как улучшить вашу работу, как улучшить ваш рисунок, но я могу вам подсветить стороны, да, продиагностировать какие-то стороны, подсказать, над чем еще поработать именно в теме. Вот, задать вам вопросы, на которые можете подумать, порисовать на них, добавить что-то в текущую работу, да, провести более глубокий анализ именно вашего состояния, мыслительного процесса, плана двигаться вперед. То есть, ну, на самом деле, супервизия, она и строится на полноценном рисунке и плюс полном описании по рефлексии 4 точкам внимания. Вот тут идет супервизия. Вот. Обратная связь — это когда вот вы мне прислали, ну что прислали, то я вам и рассказала. А если вы мне прям масштабно это пришлете, это будет бомба, в первую очередь для вас, потому что я очень детально все объясняю. Я всегда могу вам рассказать, какой еще алгоритм порисовать, как порисовать этот же алгоритм, например, на ту боль, которая возникла у вас, да, подсветилась в рамках вашего рисования. Поэтому, правда, обратная связь от меня — это прям вау. Я знаю, потому что я выдавала обратную связь и на прошлой своей работе, когда я работала,
Я сама составляла лекции, обучающие программы, я обучала людей, и, естественно, я выдавала им обратную связь. Я помогала им допереть своим мозгом до того, что они, например, услышали, не сразу поняли, я никогда не говорила вот так и так вот делай. Я умею направлять людей, да, и я умею выдавать обратную связь так, чтобы вы поняли что-то про себя, для себя, как лучше для вас, да. И когда вы сами это осознаете, это лучше записывается у вас на подкорке, понимаете? А обратную связь я выдавала более 5 лет, когда работала. Поэтому у меня опыт в этой сфере просто громаднейший. У меня Storytel когда-то был, когда я сравнивала обратную связь некоторых там инструкторов и свою. Моя обратная связь — это прям, конечно, огонечек. Все, конечно, зависит от того, какую информацию вы мне присылаете. Если вы мне просто скинули рисунок без темы, без ничего, но я смогу вам сказать только по вашему рисованию, да, помочь вам. Если вы мне все скинете вместе с описанием, да, по рефлексии, по вашему состоянию, поверьте, это, ну, вы не пожалеете, это будет прям вау. Для вас в первую очередь. Вот, при рисовании, когда нужно растянуть, положите карандашик вот так, да, видите, вот. Я его кладу, не видите, вот так вот я кладу и растягиваю, да, и взяться можно за кончик, чтобы было больше амплитуда. И остальные чуть-чуть. Так, прям захотелось мне взять вот розовый сюда. Сюда тень падает. Больше вниз. Так, если тень больше вниз, значит сюда розовый. Тенюшечка. Тенюшечка. Вот как быть вот с этим телесным цветом, это, конечно, вопрос. Это, конечно, вопрос. Надо подобрать карандашик. Карандаш. Синие, более розовые. Надо такой. О, нашла. Так, вот сюда. Значит, сюда тень. Да, у нас тень от этого идет. И сам кружочек снизу. Сейчас я вам покажу. Работаю над маленьким кружочком.
Вот смотрите, у меня тень на него падает от этого, и вот здесь он сам темнее, свет яркий. Выложу потом рисунок, обязательно сфоткаю, выложу, чтобы вы увидели растяжка цвета и саму тенюшку. Так, можно еще взять, кажется, не оранжевый, хочется добавить сюда еще темненького коричневого. Тень. Растяжка. Так, потом где розовый. Угу. Вот. Вот так. Угу. Потому что тень. Тут у нас тоже тень. Карандашиком очень удобно тень разводить, потому что фломастером, если вы рисуете, да, там нужно брать несколько цветов фломастера, чтобы сделать эту растяжку цвета. Карандашиком, там, где потемнее, да, более интенсивно мы наводим, опять же, если вы взяли темный цвет. И потом более легкая штриховочка, и вот уже цвет такой более прозрачный. Сейчас я покажу. Нужно прям карандашик как бы на бочок положить. Так, обязательно смотрим, как мы представляем. Конечно, если вы взяли светлый очень карандаш, то возьмите и потемнее. Так, вот. Видите? Один и тот же синий. Тут вот тень и расплывчато идет. Так, давайте я уже стилизацию доделаю потом сама. Принцип вы поняли, да? Выделяем, подсвечиваем, делаем фигуры объемнее или выделяем их цветом. Всегда, если вы берете какой-то другой цвет, отлично от того, который мы рисовали, как я брала фиолетовый, это новый цвет. Да? Если особенно его еще нету на вашей работе, тоже задайте себе вопрос. Да? Потому что мы же подключаем эго. И как интересно, да? О чем мне это? Почему я взяла этот новый цвет? Вот мне фиолетовый, он вот про какую-то такую умную проявленность, я бы сказала. Очень интересно. Да? Можно спросить, а в чем же она заключается? Умная проявленность, да? Поэтому задаем вопрос, рисуем. И ответ, если он не приходит сразу в мысли, мы ищем где? Правильно, в теле, потому что это психосоматика, да? Телесность сразу отдается. Потому что все наши рефлекторные, да, вот эти вот вещи, когда мы руки от огня отходим, да, когда страшно, мы сразу сворачиваемся, да, мы можем не сразу понять, что нам страшно, да, то есть до мозга-то не дошло, но мы интуитивно уже сжались, и наше тело говорит нам об этом. Поэтому следите за телом, это очень большая подсказка. С тела, потом эмоция, и вы поймете,
как к этому прийти. В описании к видео у вас есть ссылочка на чат. Присылайте свои работы для обратной связи. Если вам интересна тема тревоги, тревожности, стресса, подписывайтесь на мой канал. У меня отдельный плейлист, ссылочка в описании тоже есть. Да, можете смотреть, очень много уже есть информации и лайфхаков для того, чтобы справляться с тревожностью в моменте. Есть уже алгоритмы, которые можно получить по кодовому слову. Вот, и будет еще больше и алгоритмов, и лайфхаков, и информации, поэтому присоединяйтесь. До новых встреч! Пусть ваша жизнь будет радостная, счастливая и безмятежная.